Всем привет! Сегодня я поделюсь очередным рецептом капризного печенья макарон. Только в этот раз я буду готовить с кокосовым вкусом. Если вам интересно, смотрите дальше. Чтобы добиться яркого вкуса кокоса, я буду использовать кокосовую стружку, миндальную муку, сахарную пудру, картофельный крахмал. Конечно, есть в продаже готовая кокосовая мука. Она очень мелкая. Как бы с одной стороны кажется, что идеально подходит для макарон, но в то же время ей другая плотность. Она очень-очень плотная. Поэтому готовая кокосовая мука не подходит. Ставлю в кофемолку кокосовую стружку, сахарную пудру. И надо перемолоть кокосовую стружку до муки. Потом пропускаю через мелкое сито. Если остались какие-нибудь кусочки покрупнее, я их отправляю второй раз в кофемолку. Потом еще пропускаю через сито остальные ингредиенты. Это картофельный крахмал, сахарная пудра и миндальная мука. Вместо миндальной муки смело можно брать обычный миндаль. Добавляем краситель. На эту порцию я добавляю максимум 1 грамм красителя. Сюда же добавляем 1 порцию белка, перемешиваем. У нас должна получиться густая, в то же время влажная, похожая на марципан такая масса. Это называется макронаж. Когда я готовила не на кокосовой стружке, а на кокосовой муке, первый раз пробовала, тогда вот этот макронаж получился настолько густой, что не было возможности его мешать лопаткой, так как готовая кокосовая мука очень плотная. И, конечно, в итоге сам макронаж получился очень твердый, и макарон не получились. Белок надо отмерять на молекулярных весах, так как тут важно, чтобы белок был грамм в грамм. Если полграмма больше или меньше, ничего страшного. Но если мы возьмем на 2 грамма больше, то макарон может не получиться, так как будет слишком влажная вся масса, станет слишком жидкая в конце. Еще вам сравню. Когда я взбиваю белок, хоть и маленькое количество, я его взбиваю не в маленькой чаше, а в большой. Тут вы видите, мне одна на пол-литра, а вторая на 1 литр. И я всегда взбиваю в этой чаше на 1 литр. Это потому, что если взбивать в большой чаше, он очень быстро остывает, и тогда более лучше получается меренга. Так как я обычно готовлю небольшую порцию, то важно и сироп варить в маленьком ковшике. Конечно, важно, чтобы дно тоже было достаточно толстым. У меня один ковшик 12 сантиметров, второй 16. И чем меньше у нас диаметр, тем лучше варится сироп, так как сироп играет очень большую роль. И сколько я готовлю макарон, для меня самый главный момент – это правильно сварить сироп. Сироп я варю до 110 градусов, и тогда начинаю взбивать белок. Белок надо взбивать до стабильного состояния, но в то же время, чтобы он оставался мягкий, воздушный. Ни в коем случае не взбивайте до крепких пиков. Нам надо, чтобы белок хорошо держался, но в то же время он остается воздушный. Если перевернуть чашу, он не выливается. К тому времени сироп уже достиг 120 градусов. Я со своим термометром варю 120 градусов. Так как раньше я варила до 118 градусов, у меня всегда меренга оставалась слишком жидкая. И, конечно, в конце макарон тоже растекались по коврику. Тонкой струйкой вливаем сироп к белку и взбиваем миксером. Еще важный момент – взбивать на самой низкой скорости. Нам надо взбить меренгу до стабильного состояния, до образования клювика, но в то же время нам не надо, чтобы меренга была слишком много взбитая с воздухом, чтобы внутри
не образовалось слишком много воздуха, пустот, пузырей. Поэтому надо сбивать на маленькой скорости, но в то же время подольше. Меренга примерно остужается до 45 градусов. Потом примерно 1/3 белка добавляем в макронаж, перемешиваем до однородности. Тут не важно, как вы мешаете, вам надо просто добиться, чтобы макронаж стал более нежный и удобный в работе. Потом добавляем остальные белки и уже замешиваем более аккуратно. Придавливать, выдавливать воздух, пустоты, пузыри. Пару движений я перемешиваю, собираю тесто в одно место и потом придавливаю, выдавливаю и таким образом замешиваю тесто. Это тесто должно стекать с лопатки с такой ленивой лентой. Перекладываем в кондитерский мешок и тоже в кондитерском мешке потом выдавливаем пузыри, воздух, чтобы при отсадке у нас внутри не был воздух, пузыри, пустоты. Отсаживаем макарон на коврике. Если тесто у меня получилось немного густое и остались маленькие хвостики, я пару раз отстукиваю противень. Но если у меня тесто получилось жидковатое и макарон сами растекаются по коврику и остается гладкая, ровная поверхность, я их не отстукиваю. И сейчас мы добрались до очень такого важного шага, который всех интересует. Сушить или не сушить макарон. Это зависит от очень много факторов. Первый фактор – это как вы приготовили сироп. Если сироп у вас приготовленный правильно, то макарон сушится очень быстро. Следующий фактор – это, конечно, какую муку мы используем. Так как я готовлю макарон из разных видов муки, если у вас получился слишком слабый сироп, меренга слишком жидкая, то они будут сушиться дольше. То с каждой мукой время сушки меняется. Следующий фактор – это влажность в вашем помещении. Если у вас сухой воздух, тоже макарон будет сушиться очень быстро, или даже их не надо будет сушить. Пока вы отсаживаете последний макарон, первый уже даже может высушился. Поэтому сушить или не сушить, это надо смотреть в конкретный момент. Первое мы смотрим визуально. Только отсаженные макарон, они визуально видно влажные, блестящие. Потом через некоторое время видно, что у них образуется сверху такая тонкая пленочка, они становятся матовые, и тогда уже мы можем потрогать пальцем. Если мы дотрагиваемся, и они или не прилипают, или совсем там лениво прилипают, то их уже можно выпекать. Тут даже не надо ждать момента, когда они вообще не прилипают. Духовку советую включать заранее. В тот момент, когда мы приготовили тесто, включаем духовку 150-145 градусов. Раньше я выпекала смело 150 градусов, но так как в последнее время у меня очень много экспериментов с разными видами, добавками, муками, то я выпекаю на 145 градусов. Когда я выпекаю на этой температуре пониже, то макарон смело можно в духовку ставить, которые простояли у нас отсаженные 5 минут. Мы их ставим в духовку, и они в первые 5 минут еще в духовке сушатся, потом на 5-й минуте они начнут подниматься, образуется юбочка. Если мы пересушим, они, во-первых, будут подниматься неровно, и, во-вторых, они могут вообще подняться без юбочки. А если вы поставите в духовку слишком рано, когда они еще слишком влажные, они не успеют высушиться сверху и начнут трескаться, взрываться, как такой вулкан. Поэтому тут очень важно много готовить, смотреть, запоминать, и все получится. На 10-й примерно минуте максимально выросла юбочка. Я открываю дверцу, выпускаю пар и проверяю, насколько шатается
шапочка у макарон. Если она вот так совсем немного шатается, мы можем оставить еще на минутку. Я из духовки достаю макарон не тогда, когда они вообще не шатаются, а когда шатается совсем немного. Оставляю на горячем противне, они продолжают сушиться. И потом я снимаю через 5 минут примерно с горячего противня и снимаю с коврика. Если вы используете хороший тефлоновый коврик и хорошо просушили макарон в духовке, то они от коврика отсоединяются, даже теплые. Потом собираем половинки, ставим в контейнер плотно закрытый и ставим в холодильник. Или сразу наполняем с кремом и уже наполненные с кремом ставим в холодильник на стабилизацию. Макарон на кокосовой муке отличается своей воздушностью. Они, если сравнить с другими видами муки, очень сильно поднимается. Поэтому, может, даже на 8-й минуте надо будет открыть дверцу и выпустить пар. Тут просто визуально надо смотреть, когда юбочка выросла, тогда открываем, выпускаем пар, чтобы они не продолжали подниматься. Получается с очень ярким кокосовым вкусом. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, делитесь с видео. Так вы поможете продвигать канал. А я для вас буду больше и больше выкладывать разные рецепты, идеи, эксперименты. Всем пока!